Твоя новая любовь уже на горизонте? Давай посмотрим вместе, кто же станет твоей новой любовью. С вами Вика, и давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, знаете, я вам могу сказать, что вот работы вы не боитесь однозначно. У кого-то из вас даже проиграется, может быть, такой тяжелый физический труд. Это может быть даже не основная работа, а какая-то, ну, подработка, может быть, да, где вы работаете более тяжело физически. Хотя я вам скажу, что сказать, что вы в принципе нуждаетесь особо в деньгах, я не могу. Это может быть подработка у кого-то, чтобы помочь детям, у кого-то может быть подработка, чтобы родителям помочь, у кого-то может быть, ну, не хватает денег на какую-то давнюю мечту, большую покупку и так далее. Ну, к примеру, да, может быть, вы хотите купить дом, и чтобы поскорей, да, вот приобрести эту недвижимость, может быть, вы хотите подзаработать. Поэтому, ну, в принципе, такой трудяжечка вы, да, можно смело сказать, что вы работы не боитесь однозначно. Вы человек, который живет вот как-то не спеша, особенно, знаете, с возрастом вы становитесь более спокойный, более домашний, может быть, да. Но я, конечно, не беру во внимание те посиделки с друзьями, которые вы иногда устраиваете, да. Я не говорю, что это какие-то гулянки грандиозные, нет. Но у вас есть друзья, их не так много, но это такая ваша отдушина. С ними вы можете и с рюмочкой чая посидеть иногда. Вы можете поделиться и радостями, и неприятностями. С ними у вас есть что вспомнить, да, это такие ваши, ну, кореша, скажем так, довольно давняя такая дружба. У кого-то из вас может даже проиграться, что вы либо же сами поднимаете детей, да, то есть воспитываете, может быть, дети, ну, либо же живут с вами, либо же, ну, как-то вот финансовая такая часть легла по большей мере на вас, да. И причем здесь даже помимо алиментов, может быть, вы сами даете какие-то финансы, да, чтобы детей чем-то побаловать, что-то купить, может быть, куда-то свозить. Ну, то есть для детей вы готовы землю рыть. Вы человек, который, вот несмотря на свою, в принципе, финансовую какую-то успешность, да, вот ваша слабинка – это личная жизнь. Были очень непростые отношения. Была любовь, о которой можно писать книжки и рассказывать сказки. Сейчас ее нет. После этой любви, которая закончилась, ну, мягко говоря, не очень хорошо, да, после которой хочется волком выть, да, после такой ситуации, когда тебе делают больно, у многих проиграется, что вы не очень-то готовы вступать в новые отношения. Есть сомнения, вы можете даже общаться с женщинами, но как-то это очень поверхностно, что ли, да, без каких-то далекоглядных планов, без каких-то, ну, я бы не сказала, что вы сильно погружаетесь в эти новые знакомства, да, если можно это так назвать. Очень, я думаю, даже слышно, что тяжеловато разговаривать, потому что жарища стоит неимоверное, сердце просто выпрыгивает. Так что, простите, если, ну, не так уж как-то я немножечко разговариваю, как обычно, очень, очень жарко. Итак, давайте-ка еще посмотрим быстренько, что еще о вас мне поведают карты. Да, у многих проигрывается новый жизненный путь. Все с чистого листа. Вот с чистого листа у кого-то это проиграется, что после развода, после разрыва, вот именно новая страница вашей жизни. Причем, я вам скажу, ребят, это было, опять-таки, нам показывает, что предначертано судьбой, так должно было быть.
Но опять у нас выпадает, вот хоть крути, хоть верти, все-таки есть из вас те, кто, несмотря ни на что, хотят вернуть бывшую. Это тоже у нас довольно часто выпадает в сигнификации, да, ну, конечно, потому что меня и смотрят многие, да, мои поклонники, так скажем, да. Вот хотели бы вернуть именно семью. Здесь больше даже проигрывается семья, не просто отношения. То есть, получается, человечек сделал вам такую жизнь, да, может быть, даже невыносимую, с враньем, с предательством и так далее, а вы все равно цепляетесь, да, вы все равно хотите быть с этой женщиной, вам хочется это все вернуть. Напишите, ребят, давайте сделаем еще раз опрос, когда-то, по-моему, уже мы делали, да, вот те из вас, кто хочет вернуть отношения, да, вот вы реально готовы все простить? Если кто не готов, ребят, кто поставил точку, вы тоже пишите, да, то есть напишите, вы готовы все простить, либо же не готовы. Обязательно все пишите в комментариях, это очень важно, очень интересно. Вы человек такой, знаете, вот хочется сказать слово, но оно мне, конечно, не очень нравится. Ну, услужливый, что ли. Но это в хорошем смысле слова. То есть вы для тех, кого вы любите вот по жизни, да, но это близкие в первую очередь, но вы готовы просто, ну, в лепешку расшибиться, только чтобы в чем-то помочь, только чтобы они были счастливы, только чтобы у них все было, да. Здесь и обеспечение, здесь вы вот, ну вот вы такой, да, я не беру какую-то конкретную женщину, я вот просто описываю вас, каким вы являетесь по жизни. Вы готовы впахивать 24/7 ради любимой женщины. В принципе, вначале я сказала уже, да, что вы, ну, такой трудяжечка, вы не боитесь работы. И не только ради любимой женщины, а ради людей, которые вам близки, с которыми, может быть, вы тесно дружите, которых вы просто любите, да. Это может быть дружеская любовь, да, вот с друзьями, да, вот люблю как друга его. Это может быть любовь к женщине, к детям, кому угодно. Ну вот такой вы очень заботливый, вы потрясающе заботливый человечек. Так, давайте-ка смотреть, что же за новая любовь у вас на горизонте. Потому что многие из вас, ну, не очень-то готовы впустить в свое сердце, да, вот свое именно израненное сердце, новую любовь. Давайте будем, мальчишки, смотреть. Ну вот посмотрите, да, вы очень боитесь боли. Мы сейчас в очередной раз открываем ваши потайные, да, вот потайные вашей души, вашего сердца. И что я вижу? Вам безумно хочется любви, да, вам хочется просыпаться и засыпать с любимой женщиной, да. Вам хочется женской ласки, заботы, нежности, но вы ужасно боитесь, что вам опять-таки сделают больно. Напишите, ребят, права я или нет. Вот боитесь вы именно этой боли. Вы человек, который по жизни, вы вообще, знаете, вас, ну я не знаю, вас удивить чем-то очень сложно, но вот именно вот этот страх перед отношениями, даже это не перед отношениями страх, нет, скорее не так. Это страх именно той боли, которую вы не хотите испытывать. Потому что знает, как это, кто знает, кто это испытывал на себе, да, как это больно и тяжело, но не хотят это больше повторить. Поскольку вы еще не очень-то готовы к отношениям, смотрите, Вселенная это все видит, вот все, что с вами происходит, и ваши ангелы-хранители, и вообще все высшие силы, да, вот вся Вселенная, она видит, что с вами происходит, что вы думаете, что вы чувствуете. Поэтому я вам скажу, что еще какой-то период, ну, Вселенная, да, высшие силы, как угодно называйте, вам дадут передохнуть немножко, чтобы кто-то отошел от развода, да, если особенно вы недавно разошлись, кто-то, чтобы, может быть, переосмыслил, да, свою какую-то жизненную позицию, да, принял какое-то решение, может быть, кто-то из вас
действительно обмозгует это все и поймет, что да, все-таки жизнь продолжается, да, и все женщины разные в конце концов, нельзя всех под одну гребенку. И вот тогда, когда вы будете внутренне готовы, именно внутренне, да, когда вы разберетесь со своими мыслями, чувствами, вот тогда вам Вселенная пошлет женщину. Это будет потрясающе красивая женщина. Она будет красивая не только внешне, но и душой. Она очень такой, знаете, даже милый, приятный человечек. Помимо того, что с ней приятно пообщаться, она веселая, у нее есть чувство юмора. Но это не означает, что она какая-то там веселушка-хохотушка, что такая сею-вею несерьезная. Нет. Она просто, знаете, ну такой добрый, отзывчивый, порядочный человечек. У нее, знаете, как будто щедрость бьет через край. Она очень эмпатичная. Сейчас очень модно это слово, да, вот эмпатия. Она очень такая и заботливая, и сострадательная. Она, она такая, знаете, ну с ней точно не соскучишься. И вообще как-то, вот знаете, к ней тянет. Это может быть даже энергетически такая довольно притягательная женщина. Она легкая. Вот, наверное, это самое такое правильное описание. Она очень легкая. Она легкая на подъем, да. Вот, допустим, там вы скажете ей, а помчали на природу отдыхать. Она за 5 минут собирается, и все, и вы уже в пути. А помчали на море, да, или еще куда-то. То есть она легкая, она не будет выносить мозг, она не будет рассказывать, ой, у меня там голова болит, я не хочу, я не буду, я еще что-то. Нет. С ней будет очень легко и комфортно во всех отношениях. Хотя я вам скажу, она-то ведь тоже, вот у нее был мужчина, и причем мужчина был, может быть, даже довольно влиятельный при деньгах. Она в свое время она купалась в таком достатке, но это ее особо вообще не избаловало. Она осталась такая, знаете, ну, девчонка в душе, веселая, такая легкая, да, хотя она могла включить звезду, могла включить корону, да, и ходить, вот я вся такая, и задирая нос, да, вот смотреть на людей. Нет, абсолютно. Хотя, еще раз скажу, были у нее такие сложные отношения. Какой-то период она была одинока. Давайте посмотрим все-таки, что у вас с ней будет, да, как же будут развиваться ваши отношения. Но это то, что я говорила, да, какой-то период вы вообще не будете никого рассматривать. Она уже есть, эта женщина, она есть в вашем поле зрения. И неважно, у кого-то это проиграется в жизни, что вы где-то с ней пересекаетесь, да, у кого-то проиграется, может быть, по интернету, вот как-то где-то вы тоже пересекались, общались, может быть, ну, невзначай переписывали, что вы даже не обратили на нее внимания, да. Опять-таки, вы не обратили, может быть, внимания, потому что вы внутренне не готовы к отношениям. Это то, что я вам говорила. Далее, пройдет немножечко времени, и вы как будто прозреете, да, она все так же будет и попадаться вам на глаза, там, либо же переписки будут, у кого как проиграется, и вы взглянете на нее уже как на женщину, не просто как на такого кореша по переписке. Вы увидите в ней интересную женщину, причем даже вот если у нее, допустим, есть страничка в интернете, вы увидите, как она, обратите внимание даже скорее, как она потрясающе выглядит, да, вы обратите внимание на ее такую красоту, стройность, да, если это в жизни у вас, допустим, у кого эта женщина проиграется, то вы точно так же взглянете, да, и вот именно начнете обращать внимание на нее как на женщину, не просто как на какого-то друга либо знакомую. Вы начнете оценивать именно как мужчина оценивает женщину. Вот именно глядя на нее, ваш такой мотиватор внутренний, он начнет запускаться. Вам захочется опять-таки то, что я говорила в начале расклада, да, вам захочется, ну, либо же подзаработать, да, вот как-то вот денежек, то ли поднакопить, потому что вы понимаете, что вот да, вы хотите быть с этой женщиной, она вам очень сильно понравится, вы поставите себе цель ее завоевать.
Понятно, что вы не будете там как рыцарь завоевывать, да, но именно вы поставите цель, ну, любой, правдой, неправдой, но как-то с ней сблизиться, какие-то шаги предпринимать. Кто-то будет более тесно общаться, да, из вас с ней. Кто-то будет инициировать свидание, может быть, там телефон брать. Ну, то есть этих вариантов может быть очень много. Но то, что вас ждет с ней, такая потрясающая, чистая и, главное, взаимная любовь, это факт. Я думаю, вы все видите прекрасно эту карту, где, ну, просто трепет, любовь зашкаливает. Это ситуация, когда, знаете, вот ты смотришь на человечка, и ты просто восхищаешься, потому что ты любишь и ты любим. Это ситуация, когда вам будут завидовать. Вот вашей любви просто будут завидовать, поэтому я всегда говорю, счастье любит тишину, особо никому не распространяйтесь, как вы будете счастливы. Ну и, конечно же, как всегда, активизируется ваша бывшая зазноба, которая привыкла жить в шоколаде, и у которой вдруг внезапно нарисуются и финансовые проблемы, и вообще и грустно одиноко. Она к вам подлезет на кривой козе, чтобы опять-таки вас использовать с какой-то целью. Кто-то с финансами, да, кто-то будет, так знаете, смотрите, чтобы вы не наступили на те же грабли, не повелись на ее сказки, потому что она может опять же пойти на попятную. Потому что я одинока. Вот спаси, помоги меня. Мне так плохо, я поняла, что кроме тебя никто не нужен. И вот эти все подобные сказочки. Просто ей хочется иметь достаток. Ей хочется, чтобы вы опять-таки начали кружить ее, чтобы вы взяли ее в оборот и лелеяли, как и раньше. Но я думаю, мало из вас, кто поведется на все ее такие сладкие речи. Здесь чисто в деньгах, потому что она осталась одинокой, никому не нужной. И даже те, ну, жезлы, назовем так, да, по которым она периодически скачет, ну, это всего лишь жезлы, да, это без души, это... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Да, это не любовь, это не отношения. Даже если у кого-то из вас проиграется, что, допустим, бывшая женщина, вы скажете, она замужем, да, поскольку это общий расклад, то я вам скажу, что там нет однозначно ни заботы, ни нежности, ни тепла. Там был трезвый такой холодный расчет, но который не оправдался. Либо же этот мужчина ее, может быть, обанкротился, может быть, у него начались финансовые проблемы, и она осталась ни с чем. Ее такие вот планы просто рухнули. А вы, мои любимые мальчишки, вы будете счастливы. Вот поверьте. Главное верить. Мы притягиваем то, во что мы верим и о чем мы думаем. Не забывайте. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!